Привет, друзья! Когда дело доходит до деревьев, от лесозаготовки до деревообработки, с ними приходится очень много работать. И независимо от того, выращиваем ли мы их для пиломатериалов или бумаги, или же пытаемся просто расчистить пространство для сельскохозяйственных угодий, лесное хозяйство, несомненно, является впечатляющей отраслью, в которой задействуются невероятные машины и установки, которые просто поражают воображение. С вами Топ Смайлз, и в этом ролике мы покажем вам, какие реально мощные машины и технологии заготовки древесины задействуются сегодня. Поехали! Harvester TigerCat 1185. Этот восьмиколесный гигант премиум-класса является самым большим в мире колесным харвестером, который создавался специально для тяжелых эксплуатационных условий, при сплошных рубках со сложным рельефом местности, а также работы на крутых склонах. Он приводится в движение дизельным двигателем мощностью 308 лошадиных сил и весит 34 тонны. Компоненты ходовой части, включая привод насоса, трансмиссию и гидравлически сбалансированные тандемные тележки, специально спроектированы компанией TigerCat для работы в условиях леса. Кран имеет уникальную конструкцию, которая обеспечивает идеальный обзор во всех направлениях, а также высокую производительность даже при очень выдвинутой стреле, которая доступна в двух исполнениях – фиксированном и телескопическом. Так, при длине стрелы в 9 метров, головка харвестера способна обрабатывать до 2,5 тонн древесины, а при максимальной длине в 11 метров ограничение составляет 1800 тонн, что тоже неплохо, ведь это в свою очередь создает возможности для валки стволов большого диаметра. Лобовое стекло улучшено при помощи фирменной защитной технологии, состоящей из металлических прутьев и многослойного стекла, что дает защиту от разрыва пилы, которая как раз отлетает в сторону кабины и оставляет оператору мало шансов на выживание. В самой же кабине предоставлены все необходимые удобства, включая комфортное регулируемое кресло с климат-контролем, 4-точечным ремнем безопасности и системой Bluetooth. Pons Bison Active Frame представляет из себя форвардер следующего поколения, способный развивать самую высокую скорость из всех представителей своего класса. Классифицируется как погрузочное транспортное средство, относящееся к категории трелевочных тракторов, используемых для лесозаготовительных работ. Сбор, сортировка и доставка древесины от места заготовки до лесовозной дороги или склада – это все по его части. Машина имеет уникальную трансмиссию с бесступенчатым изменением передаточного отношения, то есть пропадает необходимость останавливаться, чтобы переключить скоростной диапазон. Нужно просто нажать на педаль газа, и аппарат сам выберет самое идеальное передаточное отношение. Благодаря современному двигателю Mercedes-Benz MTU, который соответствует самым строгим требованиям к экологичности, Bison потребляет совсем мало топлива и работает практически без выбросов. Также Pons Bison оснащен эффективной системой подвески кабины, которая обеспечивает стабильное положение оператора, предотвращая качание кабины. В сумме можно сделать вывод, что этот монстр является непревзойденной машиной для транспортировки древесины на дальние расстояния. С непревзойденной легкостью он перевозит около 16 тонн древесины из лесов на места хранения. Дровокол Halveson HWP 140B. Дробилки для дров компании Halveson на базе погрузчика идеально подходят для небольших коммерческих и жилых помещений. При подключении к погрузчику с бортовым поворотом или к другому оборудованию, один оператор может легко и эффективно выполнять операции по резке и расщеплению древесины, которые обычно требуют от 2 до 3 человек с парой дополнительных инструментов. И все это удовольствие в удобном кресле кабины. Принцип работы такого устройства заключается в выполнении сразу 2 операций на одном станке. Бревна подхватываются вилами оборудования, затем перекатываются на желоб и перемещаются к столу. Оказавшись на месте, оператор задействует цепной волок, вследствие чего бревно отрезается и попадает в желоб для колки.
Рычаг продвижения дровокола перемещает бревно к следующему месту распила, одновременно вбивая отрезанный кусок в раскол, который способен распиливать древесину на куски длиной до 55 см и раскалывать куски на 4 или 6 частей, в зависимости от выбора колющих головок. Rotex геликоптер. Это одноместный специализированный робот-вертолет, который был разработан исключительно для перевозки грузов и произведен в Америке компанией Common Aerospace. Имея мощность в 1500 лошадиных сил, машина демонстрирует максимальную выносливость в 2,5 часа полезной работы при скорости подъема 800 метров в минуту и крейсерской скорости в 185 км в час. При длине вертолета в 15,8 метра и высоте в 4,14 он оснащен винтами, диаметр которых составляет целых 15 метров. Rotex геликоптер способен совершать перелеты на расстояние до 500 километров и, имея собственную массу в 2334 килограмма, он в состоянии транспортировать до 2700 килограмм различных грузов, что больше веса самой машины. Управление, включая все операции закрепления и подъема, не требует дополнительного персонала на борту, ведь все это выполняет единственный пилот. Благодаря специальной конструкции с закрепляющимися несущими винтами, вертолет работает тихо, выдавая всего 72 дБ и создает лишь нисходящую тягу. Все вышеперечисленные характеристики показывают, что Rotex геликоптер является чрезвычайно надежным и заслуживающим доверия вертолетом для перевозки всех видов грузов. Tigercat 726. Это одна из самых мощных валочно-пакетирующих машин с дисковыми пилами, которая сделана в Канаде и предназначена для работы с самыми большими деревьями и самой твердой древесиной в труднопроходимой местности. Режущая головка имеет длину 2,9 метра и может срезать деревья диаметром до 58 см за один проход. Вес этого монстра составляет чуть более 13 тонн, длина 6 метров, ширина 3,12 метра и высота 3,5. Двигатель имеет мощность в 308 лошадиных сил, при 2000 оборотов в минуту, делают эту машину идеальным выбором для очень требовательных высокопроизводительных работ. Бак вмещает 340 литров топлива, а максимальная скорость равняется 16 км в час. Кабина оснащена подогреваемым сиденьем с пневмоподвеской и эргономичными джойстиками для еще более комфортного управления руля и стрелы. Также в кабине можно воспользоваться звуковой системой Bluetooth и позвонить без помощи рук. Телескопический погрузчик Metro Rota 4030. В паре с гусеничным экскаватором Atlas 260 LC. В нашей жизни часто случаются ситуации, когда необходимо удаление старых многометровых деревьев в жилом массиве, вблизи частных построек или коммуникаций. И современным машинам по спилу не всегда хватает рабочего пространства для выполнения поставленных задач, что превращается в проблему. Для этого существует телескопический погрузчик Metro Rota с большой рабочей платформой в паре с гусеничным экскаватором Atlas 260 с цепной пилой и грейферными захватами, которая одновременно спиливает ствол и зажимает его, предотвращая падение. Он имеет максимальную высоту подъема в целых 30 метров, а малая габаритность машины позволяет проводить работы в самых узких пространствах, требуя дорожного просвета всего в 3 метра. Номинальная грузоподъемность техники достигает 4 тонн, а подвижность головки не ограничена. Гидропневматическая система подвески обеспечивает плавность хода даже при максимальной скорости движения в 40 км в час, а топливный бак объемом в 150 литров гарантирует, что эта машина может оставаться на стройплощадке дольше, чем ее конкуренты. Несмотря на то, что срез выполняется простой бензопилой, именно компактность машины становится залогом успеха в таких проектах.
МАЗ-6944С9. Компания МАЗ совместно с заводом Могилев Трансмаш запустили в производство дробильную машину модели 6944С9, предназначенную для переработки любых органических древесных отходов в топливную щепу. Максимальный диаметр мягкой древесины составляет 560 мм, а твердой 420. Аппарат состоит из трех основных частей: мазовского шасси с колесной формулой 8х4, рубильной установки и гидравлического манипулятора. В зависимости от крана выпущено две версии машины с белорусской установкой М7505 Мозырского машиностроительного завода и импортным аналогом. Этим аналогом является рубильная машина HEM 561DQ немецкой компании Jens GmbH, которая оснащена автономным дизельным двигателем Mercedes-Benz мощностью 490 лошадиных сил, вследствие чего имеет высокую производительность в 150 кубометров древесины в час. Разработчики машины позаботились об удобстве для операторов. Рубильной установкой и манипулятором можно управлять удобным джойстиком из подъемной кабины, в которой также установлен кондиционер. Финский профилировщик Мэри Пит MJK350. Эта машина, которая разработана и изготовлена финской компанией Suocon, предназначена для подготовки заросшей и заболоченной почвы под сельскохозяйственное использование. Гидравлический задний каток уплотняет грунт при движении вперед, вследствие чего почва разрабатывается на 30-40 см в глубину. И благодаря ротору, оснащенному ножевыми фрезами, вся растительность и пни измельчаются в этом слое. Мульчирователь используется как навесное оборудование для трактора, мощность которого должна быть не менее 250 лошадиных сил. Сама же установка состоит из винтовых резцов, измельчителя и катка, который укладывает растительность. Оператор машины задает глубину разработки почвы, и в дальнейшем этот уровень поддерживается автоматически. А благодаря боковым профилировщикам, которые выравнивают уже готовый пропаханный слой, необходимость в повторной проходке отпадает. Обработанный продукт равномерно распределяется по поверхности, образуя уже удобренный слой, и может быть собран в стопку торфа как обычный измельченный торфяной продукт, не требующий дальнейшей обработки. Друзья, если понравилось видео, поставьте лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить очередное интересное видео. Поделитесь своими впечатлениями в комментариях и предложите тему для следующего видео. До встречи!